Всем привет, добрый день, с вами Аня, и в этом видео мы поговорим по душам и о душе. В западном мире даже те, кто не интересуется ни русским языком, ни русской культурой, знают выражение «русская душа». В этом видео мы с вами посмотрим, что же это за выражение такое, откуда оно взялось и что означает. А также вы узнаете, сколько идиом со словом «душа» существует в русском языке. Русская душа или русский дух – это термин, который берет корни в русской литературе. Как правило, им описывают уникальные черты менталитета русских людей в сравнении с иностранцами. Федор Михайлович Достоевский и Лев Николаевич Толстой – вот кому мы обязаны появлению понятия «русская душа». В их произведениях, популярных во всем мире, всегда на первое место ставилось этическое, душевное. В Советском Союзе этот термин использовался намного меньше, хотя многочисленные идиомы со словом «душа» были очень распространены. Сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. А вот после перестройки о русской душе снова начали говорить. Теперь уже и в западных странах. Именно русской душой часто объясняют такие аспекты российской жизни, которые вызывают удивление у иностранцев. Как иначе объяснить, что русские люди одновременно и религиозные, и атеисты? Что они и щедрые, и скупые? Что они в чем-то очень умные, а в чем-то такие наивные? Сколько иностранцы не пытались объяснить этот феномен, понять поведение русских людей им очень сложно. Иван Сергеевич Тургенев писал, что у настоящего русского сердце от ребенка, а Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение, которое уже много поколений используется для описания загадочного русского менталитета и русской души. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. А знаете, сколько в русском языке выражений со словом «душа»? Я поставила эксперимент и решила сначала выписать на память те идиомы, которые вспомню сама. И я была удивлена, когда без труда вспомнила 20 идиом со словом «душа». А потом провела исследование, и оказалось, что выражений этих больше 50 в современном языке и больше 70 с устаревшими формами и из произведений классической литературы. А если мы возьмем не только слово «душа», но и «дух», которое является производным, то выражений мы насчитаем больше 100. Ну, кто после этого еще будет сомневаться в важности души в русском языке и культуре? Например, есть такое интересное выражение в русском языке «в глубине души». Мы вас души не чаем. Мы вас любим в глубине души, где-то очень глубоко. Очень глубоко, так глубоко, что я этого даже не замечаю. Нет, это... Что же оно означает? Так мы выражаем какое-то скрытое чувство, что-то, что не на поверхности. Например, в глубине души я чувствую то же самое. Или в глубине души она мне очень нравится. Кстати, я выбрала еще несколько самых интересных и полезных идиом со словом «душа» и сделала для вас еще одно видео, где разобраны все эти идиомы с примерами. Вы найдете само видео или ссылку на него внизу. Если вы учите русский язык, я вам рекомендую внимательно изучить это видео и скачать рабочую тетрадь, потому что я лично нигде не встретила подобной информации на эту тему и с этой лексикой. При этом все эти выражения очень часто используются в русском языке. Это видео я сделала для вас со всей моей русской душой.
Поэтому не пожалейте лайков и комментариев, а также подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео каждую неделю. Скоро увидимся, пока!